Какой помощник самый выгодный? До какого уровня качать каждого? И стоит ли их качать в принципе? Или нас скамят на гемы? Я все подсчитал. Полностью разберем всю тему помощников и покажу совершенно неочевидный обман, о котором нам разработчики не сказали, а большинство и не догадалось. Итак, ученик строителя. Первый помощник, который появился в игре. Он уже успел всех выбесить, повисев уведомлением над ТХ. Потом его вообще сделали обоим. Но мы не будем его обсирать раньше времени. Все-таки он работает час в сутки, у него и так жизнь тяжелая. А чтобы понять, насколько он реально выгоден, мы сравним его стоимость покупки с другими магическими предметами и магическими ублюдками. Например, возьмем книгу героев, которая стоит 500 гемов и ускоряет прогресс максимум на 8 дней. И возьмем ученика строителя первого уровня, который стоит тоже 500 гемов и ускоряет прогресс на 1 час. Сравнение так себе, потому что книгу мы один раз использовали, и она пропала, а ученик строителя с нами навсегда. Так, день за днем он будет работать, его часы ускорения будут складываться в дни, и рано или поздно он ускорит прогресс деревни на те же самые 8 дней, на которые их ускорила бы книга героев. И это и будет тот самый день окупаемости, после которого ученик строителя окупит вложенные в себя гемы и начнет приносить только выгоду. И, кстати, это 184 день, или примерно полгода. Получается, через год он уже принесет в 2 раза больше выгоды. Только представьте лицо соклановца, который кричал, что ученик строителя это скам, через 10 лет. Через это время вы окупите книгу героев уже 20 раз. Кто теперь, мамонт? Не купить биткоин в 2011 было бы меньшей ошибкой, чем это. Ну вы поняли, в чем суть. Возвращаемся к таблицам. На каждом новом уровне ученик получает плюс 1 час ускорения. Но при этом новые левелы поэтапно стоят все больше и больше гемов. Поэтому скорость окупаемости уменьшается. Фулл ученик окупится против той же самой книги героев уже за 299 дней. Но зато на практике его ускорения становятся более ощутимыми. А также сравним его со всеми другими методами ускорения. Гоблин-строитель внезапно становится самым сильным соперником и показывает самые долгие дни окупаемости. В нашем случае, чем больше цифры, тем лучше. Потом идет книга строительства, книга героев, зелье строителя, покупка за гемы. Тут я считал за день, потому что ускорение за гемы на самом деле довольно умное. Чем больше время, которое вы покупаете, тем выгоднее оно. 3 минуты 59 секунд ускорение стоит 1 гем. Но также 1 секунда стоит 1 гем. Так, в самой абсурдной ситуации, если мы будем всегда ускорять строение по 1 секунде и делать так 1000 раз, это будет самый невыгодный метод ускорения за гемы, и тогда ученик строителя окупится, внимание, за 8 минут своей работы после первой покупки. Так что технически да, когда вы впервые активировали ученика-строителя, он уже победил самый худший возможный вариант ускорения за гемы. Ну а вот адекватная таблица сравнения. Скриним. Но это все была теория. А что на практике? А на практике у книг все-таки есть неоспоримое преимущество. Фулл ученик строителя срежет время прокачки героя, но оно все еще останется. В то время как книга вкачает его сразу. Грустно играть, когда любимого героя нет, и только книга может решить эту проблему. И вообще, вы понимаете реально, насколько ученик сокращает время прокачки? Готов поспорить, большинство не понимает. И это и есть тот самый неочевидный обман, о котором я говорил в начале ролика. Мы это разберем в сегменте с лаборантом, там это будет еще очевиднее. Ученика-строителя вкачать на первый левел стоило 500 гемов, лаборанту дают бесплатно. Неудивительно, что Supercell решили сделать его черным. По старой схеме сравним, за сколько дней он окупается в сравнении со своими вариантами ускорения. Гоблин по-прежнему главный соперник. Потом идут книга сражений или книга изучений, они стоят одинаково. Зелье изучения за гемы и ускорение за гемы в тупую. Расчет опять же за день. Стоит отметить, что в каждом столбце первый платный и фулл уровень лаборанта окупается быстрее, чем у ученика-строителя. Даже несмотря на то, что его суммарная стоимость на 2000 гемов больше. Получается он лучше? Подождите конца ролика, там подведем все итоги. А теперь давайте реально разберемся, во сколько раз наши короткие и длинные помощники ускоряют прокачку. Значит, фулл лаборант ускоряет на 12 часов каждый день. 12 часов это полдня. Значит, он ускоряет 2 раза. Как бы не так, тут большинство и просчитались. На самом деле, фулл лаборант ускоряет только на 34,25%, но никак не на 50%. Такая странная цифра получается из-за того, что хоть ускоряет он и на 12 часов, перерыв между этими 12 часами всегда целый день. Получается, за один день в лаборатории с лаборантом проходит 36 часов. 12 от 36, и, соответственно, ускоряет он прокачку на 33%. Ну и на самом деле, перерыв у помощников не ровно день, а 23 часа. Час они работают, а 22 отдыхают. Из-за этого максимальное ускорение лаборанта это 34,25%. Ну или если вы хотите легко посчитать, сколько будет длиться апгрейд с фулл лаборантом, разделите число прокачки на 3 и вычтите эту самую треть из целого. По такому же принципу можно рассчитать любой уровень как ученика-строителя, так и лаборанта. Вот табличка, скриним. Кстати, еще у всех помощников есть синхронизация.
То есть, если вы назначили лаборанта раньше ученика-строителя, то на следующий день они все равно начнут работу в одно и то же время. Также и с алхимиком, они все ориентируются на самого первого. Но у лаборанта есть еще соперник по ускорению из другой категории, не только за гемы, как у ученика. Зелье изучения. Его можно покупать каждую неделю по 3 штуки за медаль рейда. И эти 3 зелья за 600 медалей, которые можно получать бесплатно, будут давать буст больше, чем фулл лаборант за 8500 гемов. Никто, конечно, не мешает вам использовать и то, и другое, но, по-моему, это сильно бьет по выгодности нашего пылесосера. И самая престарелая жительница, видимо, самого худшего хостела. Серьезно, зачем им вообще эта хижина, если они и спят и тусуются за ее пределами? Хотя все фулл-помощники стоят 20 850 гемов, в хижине, наверное, уже и места не остается, чтобы эти гемы складывать. Ну а бабка в своем роде уникальна, ее не с чем сравнить по выгодности. Да, она может приносить бонус ресурсов каждый день, примерно как сборщики, но сборщики качаются за золото и эликсир, а не за гемы. А сравнивать ее с покупкой зелий ресурсов за гемы нет смысла, потому что это самое бесполезное зелье в игре. Никогда не покупайте его. А если дадут бесплатно, продавайте за гемы. Если ученик-строитель и лаборант просто ускоряют прогресс, алхимик дает совершенно новый функционал, которого иначе вы в игре просто не найдете. Ее можно использовать, чтобы перекачивать эликсир в золото, потому что, например, на 17-й ТХ сейчас уходит всего 750 миллионов элика против 1,6 миллиардов золота. Такой дисбаланс есть на каждой ратуше. Ее можно использовать, чтобы проще фармить дарк. Когда выйдет новый ТХ и я снова буду качать 4 героя сразу, будьте уверены, эта бабка со своими 77 тысячами дарка будет меня радовать больше, чем любая девушка. Хотя на самом деле стоит отметить, что конвертировать в дарк не так выгодно, как из дарка. Соотношение получается 150 к 1. Кажется, это как будто не так должно работать в честном мире. Видимо, Supercell специально так поднимают ценность черного эликсира, чтобы все юзали алхимика не только чтобы качать героев. Зато когда герои уже фулл, или во время ЛВК, когда дарк девать некуда, алхимик буквально позволяет качать забор за дарк. Через костыль, ну ладно. Ну или если вас вообще бесит менять ресурсы туда-сюда, можно зайти в игру на грани дней, когда у бабки заканчивается перерыв, и обменять золото с эликсиром 2 раза подряд. Вообще она становится реально полезной только ближе к эндгейму. Ее даже вкачать на фулл можно только на 17-м ТХ. А вот вообще имба функция алхимика. Когда вы хотите, например, использовать руну эликсира, можно практически дочисто очистить хранилище, и руна принесет максимум выгоды. Но что-то мы ее захвалили. На самом деле у бабки завались проблем. Для начала, почему нельзя просто по старинке сливать лишние ресурсы в забор? Всегда так делали, и гемов тратить на это не нужно. Бонус ресурсов, который она дает, всегда можно получить за одну атаку. На первых 5 левелах этот бонус вообще не серьезный, а стоит вкачать ее уже 2850 гемов. Нужно ли оно вам реально, или лучше стоит потратить гемы на эпические снаряжения или других помощников? Реально алхимик это как премиум функция. Когда эпические снаряжения уже есть, гемы тратить особо некуда, она дает приятный бонус. Но по факту реальной выгоды от нее нет. Прогресс ваш она никак не ускорит, только слегка его упростит. Ну и давайте подведем итоги. Все-таки помощники это не скам в теории. Ученик, строитель и лаборант реально ускоряют прогресс и через 2 года уже окупят себя против любого другого метода ускорения. Алхимик тоже может быть полезен. А на практике, кого из них качать в первую очередь? На самом деле это зависит от вас и вашего стиля игры. Так, например, ученик строителя будет самым полезным, наверное, для большинства игроков, кто спокойно качается, особо не рашит, но и не зацикливается на абсолют фулл деревни перед переходом на новый ТХ. Забор шутка не вкачан, ну и фиг с ним. Осталось несколько невкачанных юнитов в лаборатории, ну и фиг с ним. Лаборант будет самым полезным для хардкор игроков, кто пока лабораторию не вкачает, ТХ ни за что качать не будет. Потому что на каждом ТХ лаба занимает больше времени на фулл прокачку, чем все, на что задействованы строители. А алхимик будет самым полезным для тех, кому на самом деле играть лень. Может это на основной деревне, может на твинке. Зайти раз в день, обменять ресурсы не впадлу, а проводить по несколько атак в день уже как-то и сложно. Ну или наоборот, для шейхов, у которых уже все есть, почему бы не побаловать себя алхимиком? Все-таки иначе в клэше барабаны не покрутишь. А кому помощников качать точно не стоит. И если у вас еще нет 5 строителей, просто забудьте, что они существуют. Или если у вас еще нет ни одного эпического снаряжения. Покупка помощников точно принесет меньше пользы, чем хорошие эпики. Я рекомендую использовать ваше количество гемов как ориентир. Если у вас после покупки уровня помощника останется еще 1002 гемов, можно и прикупить. Но не рекомендую тратить кристаллы на помощников перед переходом на новый ТХ. Особенно, если вы уже на высоких ратушах. Я бы лучше взял книги героев, чтобы быстрее их качать. Что касается ученика, строителя и лаборанта, в долгий срок они в любом случае себя окупят. Если для вас год окупаемости кажется большой цифрой, вспомните, в какую игру вы играете. Для Clash of Clans это вообще не срок. Я играю уже 11 лет, и таких людей много. Алды, отмечаемся в комментах. В комментах вообще наверняка найдутся люди, кто еще со времен Советского Союза играет. И, кстати, про людей, вот как люди проголосовали за выгодность помощников в моем телеграм-канале. Таблички из этого видео в первую очередь появились там. Обсуждения там всегда больше, активность ежедневная.
Заходите, там еще ни одну халяву не пропустили.